Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, сегодня мы продолжаем спонтанно сложившийся цикл под названием «Животные Тибета». Я уже рассказывала про тибетскую лису и ее любимом лакомстве пищухах, а также главном сокровище двуногих тибетцев яки. А сегодня нас ждет встреча с главным хищником тибетских гор. Хотя, по моему мнению, на Тибете все должны жить дружно, как и завещал нам великий Будда. Кстати, всех этих тибетских животинок и будущих, о которых я еще не успела рассказать, ищите в плейлисте «Животные Европы и Азии». А сегодня у нас в гостях серый волк, но не простой уральский, а один из его подвидов, которых всего 6. Встречайте тибетского или гималайского волка, подвид волка обыкновенного. Это, кстати, самый обсуждаемый подвид волка, ибо великие умы опять не могут договориться, считать его серым или отдельным видом. Тибетский волк имеет средние размеры и длинный светло окрашенный мех. У гималайского волка густой шерстяной мех тускло-землянисто-коричневого цвета на спине и хвосте и желтовато-белый на морде, животе и конечностях. Его длина составляет около 110 см, а высота 76. Ареал обитания тибетского волка, что логично, находится на территории Центрального Китая, Юго-Восточной России, Монголии, Маньчжурии, Тибета и Гималайских районов Индии, Пакистана, Непала и Бутана. Тибетский волк любит бродить в холодных пустынях или горах, где были отмечены миграции большими стаями. Кстати, в районах исследования Непала и Китая обнаружена тенденция тибетского волка к выбору дикой добычи перед домашним скотом, даже несмотря на то, что сезонная относительная биомасса домашнего скота в несколько раз превышала биомассу дикой добычи. В общем, проще говоря, не любит, вопреки распространенному мнению, тибетский волк домашнюю скотинку, предпочитая охотиться за дичью. Мелкие животные тоже входят в рацион нашего буддистского волка. Сурки являются важным летним источником пищи волка, а также другие мелкие млекопитающие, такие как курчавый заяц, пищухи и грызуны, которые могут быть важным источником корма круглогодично. Растительную пищу тибетские волки тоже употребляют для улучшения пищеварения, но ее на Тибете маловато. Социальное устройство тибетских волков мало отличается от устройства групп у серых волков, однако тибетские волки предпочитают большими группами не собираться, а охотятся в основном в одиночку. Конечно же, несмотря на то, что гималайские волки буддисты, Будда им заводить семью не запрещал, однако в неволе тибетские волки делать это напрочь отказываются. Зоопарк города Дарджилинг в Индии – это единственное место, где удалось в неволе получить потомство тибетского волка. Поэтому информации о тибетских волках настолько мало, что даже любимая мною Википедия молчит как рыба. Это лишь подтверждает тот факт, что нам рано думать о космосе. С планетой Земля бы разобраться, не говоря уже о наших глубинах океана, где мы были еще меньше, чем в невесомости. Хотя, если поразмыслить чисто логически, тибетский волк падалью не питается, любит одиночество, имеет теплую шубку и выборочен в выборе любви на всю жизнь. Не любит тибетскую лису, потому что она его конкурент, а еще он, наверное, любит читать на ночь буддистские мантры. Как вы думаете? Пишите в комментариях, каким вам видится образ жизни тибетского волка, основываясь на особенностях его ареала обитания.
Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!